Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за лайки, подписки, комментарии, добрые пожелания. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада звучит так. Кто скучает по тебе прямо сейчас? Для начала делаю, девочки, вашу сигнификацию. Если сейчас срезонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе результатов этого расклада, мои хорошие, расклад общий, не забываем. В любом случае нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Только вы творец своего счастья. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Вау. У нас... Да что же это такое? Фу. Так и в голове крутится фраза, да? Выражение. Хотелось бы жить красиво, вольготно, да? Носить ожерелье шелка, но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. Так, показано мне, вы у меня сейчас переживаете такое период одиночества. Одиночество, повторюсь, вы можете быть окружены веселыми людьми, толпами, да, может быть даже близкие люди рядышком, друзья, подруги, какое-то ваше ближайшее окружение. Вроде бы как и с ними, но при этом одиночка сама по себе. Но при всем при этом такое у меня опять складывается взаимоотношения. Такое ощущение, что люди вас не оставляют в покое, какие-то влияния третьих лиц, какие-то как будто бы люди, все равно, вот, может быть, новые люди в вашу жизнь приходят, да, как бы вы ни закрывались от людей, они вас все равно находят лазейки к вам, подход, может, элементарно вы интересны, да. У кого-то привлекательная женщина внешне, да, и личность интересная, нестандартная. Тут как будто бы они-то в вас заинтересованы, а вы, скорее всего, уже настолько разочаровались в людях. Тут как будто вот фатальное одиночество. Может быть, вот так вы себе говорите, лучше никак, чем как-нибудь. Скорее всего, особо не спешите сближаться, особо не спешите доверять, раскрываться. Уже обожглись, у кого-то взаимоотношения с мужчинами, тоже опыт печальный был. Не могу сказать, что прям доверяете тоже. При всем при этом, тут карта вот боли, разочарования, но карта баланса. Скорее всего, как бы вам бы не было больно, чего бы это ни касалось. У кого-то это переживание какой-то любовной истории, опять-таки измены, предательства, разочарования. У кого-то это в принципе как, знаете, несоответствие ваших надежд, ожиданий, может взаимоотношения в принципе, да, в рабочем коллективе, там, с близкими. Тут не обязательно мужчины и женщины. Какие бы у вас ни были эти разбитые мечты, иллюзии, ожидания, как бы не было больно, но вы в любом случае умнички. Вы тут по карте баланс держите, этот баланс, стараетесь удержаться, стараетесь более-менее адекватно реагировать на людей, на их проявления. То есть не всех под одну гребенку, тут не всем берете лопату и по голове даете выборочно через одного, или желание такое появляется. При этом четко понимаете, что да, в вашем окружении действительно есть люди, которые уже себя зарекомендовали, к сожалению, как оборотни, да, улыбаются вам в глазки, на самом деле за спиной гадят. Вампиры, потребители, люди, которые стараются побольше ресурса от вас взять или воспользоваться любым моментом, свое не упустят.
А в ответ, когда вам, может быть, нужна их помощь, элементарное доброе слово, пропадают с горизонтов. Тут как будто бы для вас это уже не новость, для вас это уже не открытие, вы это уже где-то принимаете. Знаете, как будто бы повязочка с глазок уже давно слетела, эти розовые очечки разбились, к сожалению, стеклышками внутрь, больно, наверное. Но карта баланса мне говорит о том, что оно еще болит. И вот сердце-то ваше живое, вы не, ну, наверное, к счастью, ну, не черствое сердце, вы также все, может быть, ну, может, не настолько, ну, конечно, все прям болезненно воспринимаете, но живая, вы живая, и психика у вас живая, и восприимчивая, но вы уже допускаете, что да, есть такие люди в вашем окружении, поэтому нужно как-то держать дистанцию, может быть, и по-другому, может быть, выстраивать с ними взаимоотношения, не подпускать к себе, не открываться. Вот тут вот так мне идет. Сейчас я уточню еще, чего вот это одиночество. У кого-то в прямом смысле тут любовные треугольники, тут карта одиночества. Вы сделали выбор там расстаться с каким-то, допустим, мужчиной, у которого там, может быть, еще была одна женщина, или он до конца не определился, или вы для себя сделаете выбор в сторону себя, вы говорите, я не хочу быть второй, третий, пятый, я хочу быть единственной, любимой, хочу нормальных, прозрачных, замечательных, добрых отношений, без обманов, предательств. Если у меня этого нет, ну, ты не можешь мне это дать. Ну, это твой выбор, но мой выбор, я хочу быть единственной. У кого-то прям так. Ух ты. Ну да, вот смотрите, мне показывает какой-то у вас такой период, назовем его период очищения, да, красиво так тут прям история рассказана. Я именно карту одиночества уточняю. О чем это? Это состояние ваше. Это освобождение сейчас у вас. Карта Эрос, это скорее всего была, ой, страсть, созависимые отношения, любовь накрывала. Может быть, настолько для вас был привлекателен этот партнер в сексуальном плане, да, вот прям триггерила, что-то цепляло, не отпускала. Но показано вы это все уже в большей степени, наверное, пережили, осознали, проделали работу, карта работы. Я это буду так считывать, ну, осознанность тут уже. И карта удача, карта рыбы, для вас что? Может быть, говорите спасибо, спасибо высшим силам, может быть, даже этому мужчине. Спасибо за то, что ты был в моей жизни, спасибо, боженьки, там, высшим силам за то, что вы дали мне это испытать. Но я за все благодарна, но я выбираю, опять-таки, себя, здоровые взаимоотношения и себя счастливую, да, вот как-то так. Карта очищения. Тут как выздоровление, очищение, может быть, новые форматы. Вы готовы для всего прекрасного, ну, нового, не нового, но для всего замечательного вы открыты, но вы не готовы повторения вот этих каких-то тут болезненных взаимоотношений. И опять-таки, не хотите быть второй, третий, пятый. Тут вот так вот. Тут женщина выбирает себя. Вот такая сигнификация ваша. Подпишись на канал и поставь лайк. Опять-таки, девочки, если это касается не просто там взаимоотношений мужчины и женщины, может быть, взаимоотношений там в семье, взаимоотношений рабочие, да, в коллективе какие-то, с подругами, то тут то же самое, кстати. Тут женщина, может быть, выбирает себя в плане того, что если раньше там шли на уступки, соглашались на какие-то форматы, варианты, где-то входили в положение, боялись сказать «нет», да, то тут вот показаны какие-то ваши изменения, метаморфозы. Может быть, они плавные, но это с вами происходит. Повторюсь, карта очищения. Это как будто бы к истокам, вернуться к самой себе, перестать саму себя предавать. Вот, как шажочки делаете. Такая ваша сигнификация. Смотрим, кто скучает, да? Кто скучает сейчас по вам?
Ну-ка, кто скучает сейчас по вам? Кто? Кто этот замечательный человек, который по вам прямо сейчас скучает? Возьмем эротическую, добавим эротики. Кто скучает по вам сейчас? Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Кто скучает по вам? Смотрим. Так, ладно, мне что-то рука тянется, но значит нужно взять. Кто скучает по вам сейчас? Открываем. О-хо-хо. Интересные карты какие. Так, кто сейчас скучает по вам? По вам, по вам. По вам, по вам, по вам. Уже длительное время, кстати, показана страсть. Так, 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 так. Кто скучает по вам? Что же это такое? Странно как-то. Дом, дом. Дом, дом, дом. Пропасть. Так, все-таки хочу понять. Покажите, пожалуйста, это мужчина, женщина. Кто это? Кто скучает по вам? Мужчина, женщина. Ну вот, он и вышел. Король. Король мечей. Только знаете, девочки, этот мужчина, он тут такой, хотел сказать, многоликий, яркий. А он у меня тут еще как маг, волшебник, искусный маг. Да, интересное сочетание тут вообще про него можно сказать. Так, начнем. Вообще потенциал огроменный у этого мужчины. С интеллектом все в порядке. Внешне может быть такой мужественный, но при этом харизматичный, общительный. Если ему что-то нужно, может обаять, влюбить. Вполне возможно, строит хорошую карьеру. Повторюсь, с интеллектом более-менее все в порядке. Все по полочкам, рассудительный. По полочкам в плане, может быть, карьеры, там, реализации. С мужчинами замечательно находит общий язык. Тут вполне возможно мужчины его уважают. Так, этот мужчина, ну, по магу, девочки, знаете, тут ему все стихии подвластны. То есть, в принципе, может договориться с любым человеком, продавить. У кого-то продавить прям свои какие-то тут, вот что-то он пожелал. Он может все это так обставить, приложить усилия и достичь желаемого результата. Чего бы это ни касалось, девочки. На самом деле даже так. Так. Где-то какой-то даже уникальный он тут. Прям интересно. Сочетание может быть жадный, скупердяй. Может быть жаден, знаете, в чем? Понятно, в проявлениях, у кого-то в эмоциональных проявлениях жаден. Но тут вот интересное такое сочетание. Он жаден в чем конкретно показывает? Чего-то он тут так хочет. Для него это какой-то такой соблазн в эмоционально-чувственной сфере. Тут какое-то есть искушение для него. Вполне возможно, если это вас касается, да, вы для него как это золотое яблочко, тут как предлагают ему искушение, соблазн, а он всячески от этого, ну не то что открещивается, нет, как будто бы сам себя останавливает. И по карте жадина, скорее всего, он сам себе это не дает, сам себе закрывает это. Может быть, даже ничем не показывает вот эту вашу заинтересованность даже в вас, тут скучает он по вам. Но при этом показано, насколько для вас, для него вы желанный, соблазнительный, и манкий, и привлекательный, и где-то вот как, может быть, даже запретный плод сладок у кого-то так. Так, этот мужчина, знаете, у меня тут идет по карте звезда
Может быть, там, не знаю, местная звезда, да, какая-то, хотел сказать, на телевидении, ну ладно, звезда местного разлива. У кого-то, в принципе, человек ориентирован, идет за своей какой-то мечтой, раскрывает свой потенциал, хотел бы стать известным в каких-то широких или узких кругах. В принципе, может, как мастер своего дела, к нему там люди обращаются. Но тут вот все-таки сочетание карта звезда, но первая карта хамелеон. Это история о том, что мужчина найдет, опять-таки, способы, возможности, как реализовать этот свой потенциал, раскрыть его лучшим образом. Может, сейчас у него прям акцент на этом он делает. Как вот у него тут есть какая-то мечта. Девочки, у многих это мечта. Уже длительное время это может быть прям, ну, тут темперамент, страсть. Вот прям не обязательно тут как союз, тут как какая-то вот связь с какой-то женщиной. Вот тут не отпускает его эта идея фикс. Может быть, пересечься с этой женщиной. Не буду говорить, насколько тут серьезно в плане. У многих тут мужчина не свободен, сразу говорю. Потому что тут много карт таких каких-то. Карта сад, социум, карта дом. Тут карта дом. И вот тут карта как-то старость. Вот тут как будто много карт между строк говорят о том, что у него может быть свой уже какой-то созданный, хотел сказать, микроклимат, да. Тут семья может быть. Еще вот иерофант. Да, тоже об этом. Может быть семья, но параллельно с этим, именно в этой колоде иерофант, это как лже-иерофант. Видите, тут как обезьянка такая, и на голове вот типа утрированная эта тиара, да, или как это называется, забыла правильно. Ага, и с посохом, с этим, с каким-то чуть ли рождественским, это обезьянка, и вокруг тут стоят на коленках люди, как молятся чуть ли не на него. Но если присмотреться, это всего лишь обезьянка. Эта история о чем? О том, что тут идет подмена понятия, о том, что мужчина создает какой-то иллюзорный, да, образ, при этом, может быть, для него это важно, этот образ создавать, скорее всего, какого-то там семьянина, добропорядочного, уже не знаю, гражданина общества. Я не знаю, девочки, тут как будто бы вот такой вот, ему важно создать этот образ, может быть, там, по работе, там, люди к нему обращаются, как мастер своего дела, опять-таки. Но как будто бы очень много нюансов. Этот человек абсолютно не является тем, кем он пытается казаться. Ну, то есть, как минимум, секретиков много. Одни из секретиков карта дом, и тут карта грязь. То есть от домочадцев он что-то скрывает. Какая-то тут не очень чистая история, может быть, за спиной домочадцев происходит. При этом вполне возможно, он тут карта рыбы, знаете, у кого-то тут не обязательно там это какие-то там, знаете, как это, истории, интрижки на стороне. У кого-то тут элементарно даже какая-то, как это, теневая бухгалтерия. Может быть, двойная какая-то бухгалтерия. Не особо чистый какой-то заработок. Какие-то истории, темные делишки, которые от семьи скрывают. Но у многих также тут может проиграться такой мужчина, который тут скрывает что? Наличие, ну, тут дом, семья, может быть, и наличие параллельно королева воды. Женщины, любимой женщины, которая, ну, скорее всего, то ли он не может или не хочет он с этой женщиной общий дом, семью иметь. Вот тут вот как-то даже так может проиграться. При этом, повторюсь, образ создает по иерофанту тут правильного, добропорядочного. И наряду с этим карта дом, и тут карта пропасть. В любой момент как будто бы может он, ну, свалиться в эту пропасть. Он это все прекрасно понимает, как ходит по лезвию бритвы. Тут что-то такое. Сам по себе очень страстный, темпераментный. Тут
такой мужчина, уф, я вам хочу сказать, тут смесь. Как это, перец какой-то, как это, красный перец, черный, какие-то приправки, вот такой какая-то острая перченая смесь. При этом он, опять-таки, может внешне быть невозмутимый, такой холодный, создавать образ такого чуть ли не железобетонного, хотя там такие страсти бушуют внутри. Эмоционально как будто бы типа сдержанный, да, более того, жадный, может быть, на какие-то проявления. Как вот это, снега зимой не допросишься, да, доброго слова. Ну, я утрирую, девочки. А внутри куча, может быть, даже страсти, нежности. Вот такой. Так, опять-таки, вот эта карта сейчас доложу. Шансы какие-то, как будто бы он подвисает, он не берет какие-то шансы. Вот не могу понять. Вот тут что-то такое. Может быть, отчасти почему? Потому что боится свалиться в пропасть. Скорее всего, он тоже не особо доверчивый, да? Тут такой опытный мужчина. Как вот, ну, все-таки карта хамелеон мне говорит о том, что он умеет в этом мире приспосабливаться, выживать, извлекать для себя пользу, корость, какие-то тут темные делишки проворачивать за спиной, может быть, у домочадцев, за спиной у людей, которые видят образ, такой какой-то, знаете, созданный им. Может быть, долгие годы он этот образ создавал. Это из той серии, когда, знаете, там говорят, ты какое-то время создаешь, да, как работаешь на имидж, а потом имидж всю оставшуюся жизнь на тебя работает, да, этот образ. Что-то из этой серии. Так, шансы о чем? Ну вот, я спрашиваю, шансы это о чем? О том, что он не берет эти шансы. Карта бездействия. То ли в любовной сфере все-таки тут больше. Как бы история о вас, да, он скучает. Но он не использует шансы, возможности. И уже длительное время. Опять карта время. То есть это история о каком-то мужчине, с которым вы, может быть, длительное время вы его знаете уже. Эта история не вот-вот вы познакомились. Это уже тянется. Тут время, страсть. Может быть, страсти тут были, бушевали, потом на время утихли. Может быть, периодически опять его накрывает. Но опять-таки, может быть, даже человек сам себя останавливает, вот время какое-то остановил себя, потому что почувствовал какую-то угрозу, может быть, даже в этой какой-то влюбленности, страсти, да, к вам, он которую испытал. Он это как угрозу считал, может, своей стабильности. Я уже не знаю. У кого-то стабильность, у кого-то он почувствовал, может быть, как почва из-под ног уходит, не контролирует ситуацию. У многих все-таки эта карта королева воды, да, если мы это будем считывать, это в отношении вас, любимая женщина, девочка нежная, ласковая, то тут еще такой запрос у мужчины, женщина должна быть покладистая, да. Этот мужчина не особо готов к тому, чтобы вы там что-то противоречили, настаивали на том, чтобы там какой-то был формат отношений, тот, который вас устраивает. Тут такая девочка, которая будет стоять под дождем и ждать, пока он в ее сторону повернется, может быть, как-то проявится. А если не проявится, она так и дальше должна стоять под дождем и ожидать. Тут вот как-то так, тут чуть ли не позиция, ну, не буду говорить тут жертвы, но тут как будто бы женщина все прощающая, дающая шансы. Она как будто бы дает шансы. Она чего-то постоянно ждет. Она как, тут как бы, знаете, как пассивная где-то тут какая-то такая роль. Ну, тут у многих, скорее всего, вы не готовы были выполнять эту роль, и вы не готовы были, может быть, второй, третий, там, или терпеть что-то, или постоянно ожидать. Ну, тут вот как-то такой какой-то нюанс может проиграться. Или мужчина очень долго, как будто, знаете, подвешивал ситуацию, опять-таки. И тут, с одной стороны, он мог и ощущать себя, как над пропастью он раскачивается.
А с другой стороны, и вы могли ожидать, вот какая-то зависшая ситуация, не понимать, кем мы друг для друга являемся. И вообще, может быть, думали, тут все-таки карта грязь, дом, какую игру он ведет, ну, вообще какие перспективы у меня с ним. Вот тут тоже такое могло быть. Ну вот смотрите, опять я спрашиваю. В этой карте семерка кубков. Это как шансы в любовной сфере. Видите, тут девочка изображена, которая сидит перед лунками, да, а из нее выскакивают какие-то зайцы, но она их не ловит, она их не успевает словить, или не успевает сориентироваться, или в принципе, как в замешательстве, она не ловит эти шансы, не использует. То есть, другими словами, этот мужчина, он шансы, которые ему, может, вы давали, может, вселенная ему с вами преподнесла на блюдечке с каемочкой, он их не словил, побоялся, не захотел, не был готов на тот момент. Вот я лишний раз уточняю, о чем это. И мне выходят карты. Карта букет, любовная история, какая-то яркая, красивая, красивый роман любовный, романтика. Это все могло бы быть. И по карте лестница вверх могли бы идти и развивать это все. И перспективы были на самом деле. На самом деле эмоции эти были, присутствовали. Но и шансы эти, карта бесплодна, не взяты. Все. Ну вот характеристика этого мужчины. Но этот мужчина, я не знаю, насколько это польстит вашему самолюбию. Может, это будет для вас отчасти болезненно, может, я не открою вам ни Америку, ни истину, да, но этот мужчина скучает по вам. Продолжает скучать. И уже тут время выходило раз, и не раз выходило. То есть время идет, а его эмоции, они сохранены. Он также испытывает к вам кого-то страсть, привязанность, влюбленность. Скучает. Считает вас родным человеком. Где-то идеализирует вас. Звезда, тут звезда, тут звезда. Но вы для него идеальная женщина. Может быть, остальных всех женщин, которые ему встречаются, он с вами сравнивает. И вы выигрываете эти сравнения, да? Вот такой у меня расклад, девочки, сегодня. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.